Дорогие друзья, вы только посмотрите, какую я очаровательную женщину встретила. Ну вы только гляньте. Боже мой, какая сексуальная, красивая. И мы сейчас к ней идем на кофе, не поверите. Такие бублики не ела 5 лет, 6. Ой, боже мой, боже мой. Это египетские палочки, вот эти, да. Мы уже у Галины дома, и я говорю: Галина, я очень люблю, когда для меня готовят кофе, но не простое кофе, а с любовью. Галина говорит: хорошо, приходи, я сейчас наколдую, нашаманю, и будет у тебя кофе с любовью. Такая очаровательная девушка, вы даже не представляете, на самом деле. Не, это особенно, я очень благодарна, что я познакомилась с вами в Хургаде. Вообще, самый глупый вопрос, который можно задать человеку, это знаете, какой вопрос самый глупый? Это сколько вам лет? Но я буду вынуждена, не сейчас, но я буду вынуждена задать этот вопрос, потому что мне нужно людям кое-что показать и доказать. С таким удовольствием говорю, свой возраст вы не представляете. Потом. Хорошо. А сейчас я покажу картины. Картины. Смотрите, знаете, из чего они сделаны? Из чего, Галина? Из ракушек, потом она их красит. Разрисовывает. Разрисовывает. Не просто картина. Тут вот какие-то камешки, ракушки, смотрите. Потом она картину целую нарисовала. Ну это вообще... Это какая часть земли? Это не Египет. Я думаю, это, наверное, скорее всего, это Кипр. Кипр, красота. Тут много всего, смотрите. Совы какие-то, слоны. Это что, вы слоном нарисовали? Это первые мои работы. Это вот. Декупаж. Какой-то вот мужчина сидит. Это мой сыночек. Сыночек? Это сколько вашему маленькому? 50. 50 лет. Ну да, маленький еще. Хорошенький. Хорошенький сыночек. Камешки, как красиво. Это внучка 16 лет. Да вы что? Да вы что? Ну классно. Вот внучка, Галина с внучкой. Не, ну повезло, конечно, с такой бабушкой. Часы даже. Да, с молочком кофе. Такая турка интересная у Галины. У Галины все интересное. У интересной женщины все интересное. Вот. Молочко буйволиное натуральное. Самый волшебный в мире кофе с буйволиным молоком. Но елки-палки. Ой, дорогие подписчики, я, если честно, не готова быть в кадре, потому что я вот только из душа, но Галина говорит: садись, да. Я не буду одинока. Но вот такое кофе сделала мне вкусное. Так, ну давайте. За знакомство с вами. Чашечки такие интересные, смотрите. О, смотрите, ну елки-палки. Почему бы нет? Ну, якобы уговаривала Ирину 5 капель спиртного категорически нет. Я же всегда смеюсь, что я комсомолка, спортсменка, не пью, не курю, и еще пошутить могу, не надо. Слушайте, а что за скатерть у вас такая красивая? Лен. Да? Это вы где взяли? Да, это в России у меня был магазин. У вас магазин был, да? И, он сейчас действующий. И когда я уезжала, я хотела очень, чтобы мне что-нибудь здесь напоминало о России. Если рассказать эту историю, она такая смешная. Расскажите. Вот расскажите, сколько вы лет уже в Египте, и как вы попали в Египет и застряли тут? А я сушечку. Да. С чего же начать? Туристом первый раз я приехала в Египет в 99-м году. А в 94-м году мне сказали, что это место твоей силы. И в предыдущей жизни ты родилась в Египте. Но я как-то еще вот в те годы, в 90-е, я не очень это верила. Ну и, видимо, пропустила мимо ушей. Но когда я прилетела первый раз, и когда только моя нога ступила на трап самолета в Египте, тогда были только ночные перелеты, и вот этот вот воздух, эти пальмы, которые я еще по Сочи обожала. Боже мой, вот просто вылет мозга. Вот я сейчас я уже 8 лет в Египте, и я до сих пор говорю, в Египте много отрицательных можно видеть моментов, если ты хочешь их видеть. Если хочешь. Если ты хочешь видеть, как круглый год все цветет. Я за 8 лет, вот 9-й уже пошел,
я до сих пор, вот такой цветок на дереве, я скорее за телефон. Казалось бы, что я уже за 8 лет не знаю. Я знаю все. И до сих пор я поравняюсь с забором, где уже видно море. Я скорее на телефон и скорее в Россию семье фоточки. Но Египет – это реально мое место силы. Настолько мне здесь комфортно. Я никого не агитирую, у каждого. Кто-то, моя, допустим, невестка, она все время говорит, а как же без зимы, без осени? Я говорю, вот в легкую. Единственное, что я могу попутать, так, сегодня среда, 16-е, а месяц, какой месяц? Потому что всегда тепло. Так вы счастливый человек, значит. Тут у нее машинка, сейчас вам покажем, подождите, но сначала немножечко вас. Угу. А вы когда родились? Я в апреле родилась, я Овен. Овен, да? Да. Ну вот скажите, какого года, чтобы вы, это просто волшебная женщина, она такая красивая, зашла в море, я думаю, боже мой, мне рассказали о ней, говорят, вот Виктория, иди познакомься, вообще невероятная женщина, иди знакомься, она и шьет, и картины рисует, и лепит, и в общем, невероятно талантливая, в общем. И вот мы уже в гостях, бублики едим. Расскажите о себе. Родилась я в 50-м году, ребята, мне 75-й год. Но я эти годы не ощущаю. У меня есть шуточка одна. Значит, я сюда прилетела. Слушайте, у вас губы настоящие, да? Да. Очень красивые. Я могу, когда этот вопрос задают, я показываю фотографию, где мне 24. И там вот такие, да, а там же не было модно такие губы. Да, очень, ну свое, красота. И вот я сбилась ведь сбилась ведь. 50-й год. Да. И когда я сюда прилетела, у меня такая шуточка появилась. Я сыну говорю, вот, у меня здесь годы пошли обратно. Я тебя скоро догоню. Мне было 66. Вот, то есть за 8 лет мне уже 58, а ему 56. Я же скоро догоню через год, потому что ему будет 57, и мне 57. Точно. Получается, секрет вашей красоты и такой прекрасной энергетики в том, что вы занимаетесь творчеством и любите жизнь. Правильно я понимаю, да? Да. Вот, знаете, я самым-самым своим большим достижением считаю, знаете что? Что я научилась, вот это я придумала сама, но, скорее всего, это может сказать каждый. Вот в Египте, к сожалению, очень много мусора. И вот я иду по дороге, вот это вот куча мусора, и я говорю, боже мой, а деревце-то пробилось. И я вижу это красивое деревце. Ну, к сожалению, мусор, но у меня состояние, что я не вижу этот мусор. Я его не вижу, потому что, да, можно видеть только плохое, пожалуйста. Кто кому может запретить, правильно? Да. Хотите, можете видеть только плохое. Да. Только вы себя убиваете. Только себя. Никому нет дела, что у вас там внутри. Вы нервничаете из-за того, что везде мусор? Ну, нервничайте, если вам так нравится. И вы вот каждое утро просыпаетесь, идете на море, да? Да, я стараюсь не пропускать. Да? Ну вот сегодня мы уже были в 6-10 на море. Ну да, сегодня рано. Но у меня зависит еще и от сезона. Зимой я люблю ходить после обеда. И вообще-то мне бы очень нравится после обеда по одной причине. У меня всегда планы, у меня всегда вот такой список. У меня всегда, я пишу, что сделать, и потом такая была всегда? Да. Ну, так вот, с более-менее взрослого возраста. Я пишу список, потом я пишу так, это важнее, я пишу единичка, потом надо сделать это, двоечка, там так, внизу. Вот это вот надо тоже обязательно троечка. Вот. И я весь список вот так потом как бы его разбиваю по этим пунктикам. И если я что-то не успела, потому что я не ленивая, но у меня повышенные такие требования к себе. Это шикарно.
если я что-то не успела, я перепишу на следующий день. Я могу продемонстрировать тетрадочку. Да, даже очень интересно. Ну, да, чуть попозже это сделаем. Слушайте, и получается, то есть вот эта такая жизнь активная, интересная, она и дает энергию, Конечно. да? Однозначно, потому что если вы встали, 9:30, ладно, еще посплю, 10:30, да, а что ты успел? Ничего, да? Кроме как состарить свой организм из-за того, что ты валялся, что ты успел? Да. Ничего. Слушайте, а вы чем пользуетесь? У вас такое лицо хорошее. У меня на балконе прям несколько таких лотков с алоэ. Я срезаю листик, обрезаю шипы. Ну, естественно, сначала мою, потом я его пополам. И вот это у меня любимая процедура. Это вы так всегда делаете, да? Да. Ну, шикарно. Это каждый день делаете, да? Да. И причем я режу несколько листиков, и я их храню в морозилке. Да. Это еще и как лед. Это Вы еще и потом как лед. замороженные или Да, как, да? А ну да. потом покажете. Да. Ой, как интересно. Да, тут у нас алоэ можно купить недорого, правда? Так нету алоэ у нас на каждом газоне. Если мои алоэ еще подрастают, я с газона один листик срежу. Где-то там по дороге, да? Да? А где есть? Где можно срезать? Пойдем вместе на дело. На Централь, На Централь? на повороте, вот тут вот на самом... Тихо. Это потом. Нет, всем не надо рассказывать. Все же повыдергают с Ну корнями. да. Потом я очень много цветов просто спасла. Идешь, кто-то, может, машина сбила, может, кто-то выкинул. Смотрю, выкинули недавно. Алоэ, да? Не только. У меня сейчас вот такой щучий хвост, Да 2 вы куста. что? Они просто валялись без земли. Я же ничего не теряю, не выхожу и не выхожу. Но я стараюсь. Молодец какая. Вот это у меня... Слушайте, мы в этом похожи. Я тоже спасаю, когда вижу. И причем так удивительно. Я порой возле магазина, там иду в магазин, там уже алоэ умирает. Я говорю, так полейте его хоть раз в месяц. Вот. Да, хорошо. Говорю, если вам... Самый стойкий. Да, я говорю, если вам не надо, вы можете мне дать. Не. И дальше, и оставить, дальше сохнет. Через несколько дней я прихожу, и он такой же еще хуже. Да. Вот мы, видите, спасатели. Я думала, я одинока, а оказывается, вот Галина тоже спасает. Не, я думала, что это у меня такое хобби спасать цветы. Оказывается, видите как? Не зря я сюда пришла. Слушайте, а что вы проснулись? Утро. Что вы там пьете, кофе? Там, Примерно лет 50 завтрак мой одинаковый. Я обязательно чашку кофе. Днем это большое исключение, чтобы я пила кофе. У меня только утром, достаточно крепкий. Вот, но я не могу себя придушить, не пить сахар. Не класть сахар. Ну, чуть-чуть можно. Не могу, да? я не могу. У меня на большую ложку с горкой кофе, вот на 100-граммовую чашечку, без горки ложечка сахара. Потому что кофе много, и поэтому оно немножко приглушает сахар, еще как бы убавляет градус Очень сахара. вкусно. Вы тут маникюр ходите делать, да? Да. Много лет делала сама, но теперь у меня настолько много хобби появилось. Вот, кстати, вот об этих картинах. Да. Вы не поверите, я лет 20 мечтала этим заняться. Лет 20. А осуществилось у меня только в Египте. Во-первых, я приехала, я же, в 66, понятное дело, что я уже имела пенсию. Я чуть-чуть подкопила, чтобы, мало ли какие обстоятельства. Да. Но я уже, пробыв 2 недели и наладив здесь быт, я нашла себе работу. Да? Это вы продаете? Я участвовала в ярмарках, которые проводит Люба Наконечная. Да. Класс. По первые годы у меня много и видео, и фото с ярмарок. Мне это очень нравилось. Супер. Потом меня прям совсем все другое захлестнуло. Понимаете, я овен. Я давно услышала эту поговорку. Она, может быть, где-то дискредитирует наш брат Овнов. Все время стукаю по микрофону, Ничего. наверное. Вот, но
как вам сказать, ну это правда, это горькая правда, барану все время нужны новые ворота. Да. Вот я позанималась, я отвела душу, причем, похвастаюсь. Да, хвастайтесь, надо. Если я за что берусь, я буду делать идеально. Шикарно. Или я не буду делать совсем. Да вы что? Я познакомилась с одной очень замечательной девочкой в самом начале, ну как девочкой. Да. У меня, вот простят меня ровесники, у меня очень мало подруг моего возраста, очень мало. Потому что слушать о болячках и при том плавать лень, гимнастику лень, спортзал лень, минимально 10 тысяч шагов, хотя в моем возрасте уже только 4 норма. 4. Потом там после 66 тысяч норма. У меня рекорд 42 тысячи шагов. Да, молодец какая. Но это так случилось, По Хургаде ходите, да? Мне нужно было забрать одного ребенка, довести до Магавиша, а поскольку с коляской забрать другого ребенка, в общем, вот я столько натопала, 42 тысячи шагов. Да. Я была трупом к вечеру. Кто за шагами следит, тот знает, что такое 42 тысячи шагов. Да. Слушайте, у вас есть образование? Да, конечно. Какое? По первому образованию я, значит, педагогическое отделение, дошкольное воспитание. Да. И уже в зрелом возрасте, в 42 года, я получила экономическое образование, отделение товароведения, Горьковский экономический. Это вам надо было для бизнеса или просто такое желание? Пожалуй, никогда не было у меня... Ну вот это, наверное, противный знак зодиака. Мы можем делать только вот хочу, горю и буду делать. Меня заставить что-то надо, это вообще не мое. Мне все, что я делала, мне хотелось это делать. Вот и не то, чтобы я понимала, вот у меня сын в 90-е, я ему говорю, у него есть образование техническое, но высшего нет. Я ему говорю, сына, сейчас дипломы на каждом шагу, ну хоть купи себе этот диплом. Да. Он на меня обиделся и сказал, мам, а я что, глупее кого-то? И он реально преуспевает в бизнесе, реально. И я считаю, все-таки если человек обладает какими-то талантами, не столь важно эти корочки. Они, может быть, и важно, но если ты выучился ради корочек, я думаю, толку мало. Надо все-таки иметь желание. Именно вот конкретно чем-то этим. Да. Я не знаю, почему. Скорее всего, это мой был, немножко противоречащий, что ли, моим понятиям поступок, что мне было как-то, как это? У всех высшее есть. Вот именно по профессии, а я уже на тот момент была товароведом на базе торговой, а у меня по специальности нет. Меня вот как бы вот это маленько подтолкнуло, что ли, пойти именно второе образование получать. О, елки-палки, ну вы только гляньте, ну вы только посмотрите. Вот, девочки мои хорошие, это значит была английская юбка батистовая, а это египетский хлопок. Вот захотелось мне такое платьишко сделать. Ну шикарно, соединили. Еще вам надо сказать, вот тут дырочка. Да? Где подмышка, где-то дырочка. Это специально, да? Да, конечно, где? Я потеряла ее. Есть. Я заметила. Да, вон. Ух ты, это чтобы подмышки дышали? Да. Лен-то он же плотный. Ну да. Ну все для Египта продумано. Да. Так, давайте следующее. Шикарно. Это вы, если вы ходите в город, вы самая модная женщина в Египте. Меня один мужчина остановил и сказал, а вы знаете, что белое носят только счастливые люди? Я говорю, я без вариантов счастливая. Тут прям так сказал, да? Да. Ёлки-палки. Да. Ну, он прав. Галина, а где вы родились? Расскажите.
мой родной город Пермь. Когда-то, когда я была глупеньким ребенком, подростком, школьницей, мне казалось, что это прям такая провинция. А теперь, будучи взрослым человеком, я по-другому могу сказать. Это город, в котором очень много машиностроения, авиационных много заводов, ну, таких, которые как бы в 80-е и раньше годы, они были засекречены, не говорилось много о таких городах. И поэтому как бы город наш был не на слуху. А теперь, когда я приезжаю, вот сейчас 300-летие Перми отмечалось в прошлом году, Пермь просто красавица, просто цветет. Столько было, видимо, выделено из федерального бюджета денег. Такая проделана работа. Я приезжаю, и все дома в лесах. Такая красота. И я горжусь своим городом. Это демидовские места. Ну вот как раз металлургические заводы, это все было построено вот в старые-старые времена. Угу. Так, а вот дети приезжают к вам? Дети приезжают, прям я первый год еще здесь была, они уже на Новый год приехали. Ну, то есть я пробыла здесь, наверное, полгода, и дети приехали первый раз. Потом сын приезжал на месяц, и внучка у меня все время была маленькая, пока школьница была. Им нравится здесь тоже, но молодежь занятая. К сожалению, сын у меня может себе позволить с семьей приехать только в Новый год. Так у них построен бизнес, что в другое время они не могут. Угу. Ну и хорошо, что заняты. Ну, конечно, конечно. Ну да. Он вот как после армии организовал какой бизнес, и вот на сегодня ему 56 лет, и он только этим занимается. Секрет, да? Нет, грузоперевозки Пермь-Москва. Пермь-Москва, ну шикарно. Да. Если кому-то Да. надо, обращайтесь. Да. Слушайте, а вот, Галина, шьете на заказ? Когда я только приехала, мне очень сильно повезло, я попала на работу шить костюмы бразильцам для выступлений в арт-студию. Здесь, в Хургаде? Да, и благодаря этой работе, конечно, это было безумно интересно с этими ребятами работать. Так они отличаются от наших, я бы сказала, у них меньше ветра в голове, что ли. Вот представляете, вот, допустим, я им сделала примерку, и они ждут, когда я сделаю исправление по фигуре. И вы не представляете, они на пол кружочком садятся и учат английский. Один мальчишка у них лучше знал, и вот он их учит. Вот так вот время Я экономят, настолько была поражена, что они вот такие, понимаете, не то, что там языком поболтать, там, потусоваться, посмеяться. Они садятся и учат английский. Вообще Хургада, вот то, что, видимо, вот эта жизнь за границей, она совсем другая, она мне такой другой стороной жизнь повернула. Вот, и я уже ушла немножко в другую тему. И после того, как я там, контракт мой закончился, но я приобрела нашу знаменитую Марию Торрес. Это огромное мое просто... Я не знаю, какое слово подобрать, я ее обожаю. Какая она талантливая. Как это сказать? Сказать мое приобретение, наверное, так нельзя. Но вот мое такое вот, моя огромная любовь к ней, это вот наше знакомство с ней. Мы до сих пор в комментариях что-то друг другу можем написать, теплые слова. Но она теплая такая и есть, очень глубокая. Да. Она бесподобная. Да. У меня слезы. Да. Она это увидит. Я ей вышлю. Вот. И благодаря этой работе у меня появились новые знакомства. Ну, естественно, я не могла отказать некоторым людям. Но после одного момента я
перестала шить заказы. Конечно, есть мои любимые девочки, кому я не могу отказать по мелочам, но у меня появилось другое новое хобби. Знаете, что я стала делать? Я из 2 старых вещей, потому что у меня вещи все европейские, я стала делать, вот я вам могу Это даже... очень модно. Я могу даже вам показать одно платьишко померить, где из юбки или льняного платья сделана абсолютно другая вещь. То есть юбка там, это юбка батистовая, и там бешеные рукава, а это все плотненькое такое. Вот. Ну, если там получится, можно будет даже померить. Да, да. И я очень стала любить, во-первых, у меня талант сделать ремонт. Допустим, у вас есть любимое платье, и вы выдрали на видном месте клок. Я Машеньке, кстати, делала одно такое платье. Говорю, Маш, если ты найдешь, где эта заплатка, все. То есть, ну, ты не найдешь. Но она долго искала. Да. Ну, реально, да. Вот это такое у меня есть хобби. Такой сложный очень ремонт сделать. И вот мне стало нравиться из 2 вещей одну. Потому что, вот я еще раз говорю, потому что вещь, качественная ткань, которые сейчас, можно даже сказать, и не продаются. Юбка была английская, и лен был египетский. Вот. Супер. Я шью заказы, но очень-очень мало. Очень мало для тех, кого я люблю, которые не испортят мне настроение, что уберите мне 5 миллиметров, уберите мне 1 миллиметр. У меня после этого случая мне отбили охоту шить. Ну, это токсичные люди попались. Но себе я шью много. Да? Да. Покажете? М. Покажете? О, бизнес-леди, бизнес-леди. Девочки, юбка превращается в О, золотую. вау, это как так? Да вы что? Хотите в золотой, пойдете в золотой. Ёлки-палки, ёлки-палки. Вот это показ мод у нас. Так. Вот это вот все пошить, дошить, перешить. Так, девочки. Сейчас, если я быстро найду, вам повезло. И еще на одну. Ого. Материал где покупали? В Дахаре. В Дахаре? Причем раз в 5 дешевле, чем в России. В 5 раз дешевле, чем в России, сказала Галина. Так что вы себе тут зафиксируйте и приезжайте на оптовые закупки тканей. Так, и что вы делаете, Галина? Я начала себе новый сарафанчик. Это я вас скоро увижу в этом, да? Да. Шикарно. А можно немножечко посмотреть его? Да. Правда, смотреть еще нечего, только боковые швы. А это вот что-то отдельно такое было? Вот что-то отдельное я там видела на столе? Это будет вот такие цветы на рукавах. Вот это вот. Как вы это все делаете? Вручную. Вручную. Какой цвет волшебный. Тут покупали ткань, да? Дело в том, что иногда я покупаю вещь большого размера исключительно из-за ткани. Вот этот сарафан H&M, но в нем ничего не останется от той модели, который он предполагает. Несмотря на то, что мне 75-й год, у меня вообще нет ощущения, что я где-то уже на пороге старости. И я так думаю, что очень важно вот еще что-то хотеть. Хочу вот это, хочу вот это. Женщине очень важно хотеть хорошо выглядеть, хорошо одеваться, по мере возможности иметь хорошую фигуру. А здесь-то флаг вам в руки, что Правда? называется. Морюшка, иди плавай, не ленись. Ходи, дыши. Какой здесь воздух? Я выросла в промышленном городе. Чем мы дышали всю жизнь? А здесь морюшка. И нет фабрик, заводов. Да, никакой промышленности. Действительно. Хорошая реклама Египту. Виктория не устает рекламировать Египет, и мои подписчики очень ценят это. Тем более с уст такой прекрасной женщины, как вы, это звучит еще интереснее.
А как вот вы скинули вес? Во-первых, я приехала, и я говорю, что я прям буквально через 2 недели мне на Фейсбуке попалось объявление «Ищу няню». Я никогда няней не была, но у меня дошкольное образование, ну, как бы это моя профессия. Хотя я по ней, справедливости ради, надо сказать, я не работала. Вот. Пришла я в эту семью, и там 3 деток, мало-мало меньше, и там маленькая 8-месячная. Кстати говоря, вот сейчас моему самому старшему ребенку 14 лет, я с ними периодически с мамой переписываюсь, с деточками, и вот, ну, я не знаю, уместно ли такое слово, немножко жаргонное, но я реально от этого кайфую. Вот что они мне постоянно говорят комплименты. Я не буду называть имен, ну, правда, мне мамы пишут такие сообщения, даже уже тогда, когда я перестала ходить в эту семью, и они мне говорят: я не выбрала время тогда сказать вам эти слова. Как я вам благодарна, что вот вы приходили к нам на 4 часа, и я могла сегодня побежать на маникюр, завтра я могла, о чем я очень мечтала, в изо-студию пойти. То есть здесь мне так подняли самооценку. Сейчас не существует человека, любого абьюзера, который мог бы меня опустить и сказать, что ты не такая. Я всегда на грани возможного делаю все, что я могу для людей. Я не говорю о том, что будете вы мне благодарны, будете ли вы мне потом писать, как вы мне благодарны за то, что у вас было это время, я забирала вашего ребенка, я гуляла. У меня за 8 лет столько интересных случаев, что я вот, допустим, однажды я на Марине попросила, чтобы мужчина мне сделал видео, как я гуляю с этим ребенком. И я ему уже «шукран», а он все равно, я же вижу, он снимает. Я ему снова «шукран», а он панораму Марины, снова к нам вернулся, ребеночка приблизил. А потом, когда он мне уже отдал телефон, он с помощником шел, а отдал он мне телефон, у него, я не видела сначала, а у него была за поясом рация, и рация начала, подавать знаки там, да. И когда он пошел, у него с этой стороны пистолет, с этой рация, то есть он тут большой босс, которого я просто попросила меня снять. И вот таких случаев у меня с детьми просто, у меня уже было 17 детей, и я про каждого ребенка интересно могу рассказать. То есть вот, еще интересный факт моей биографии. Я в 94 году была у хироманта. Потрясающий человек, потрясающий. Это можно еще отдельную передачу делать. Он 20 минут изучал каждую линию, каждый штришочек. И он мне потом сказал: сколько у вас детей? 1. Вы не отработали перед природой. В вашей жизни еще будут дети. Вот, пожалуйста. Уже 17 детей в моей жизни было. Да вы что? Да. В общем, когда я приехала в Египет, со мной начали случаться чудеса. Здесь много чудес. Это в Странадаре чудеса на самом деле. Важно только точно знать, чего хочется, правильно? Да. Так, может, мы с вами где-то еще встретимся, поговорим о желаниях. Я с удовольствием. Помните, вы сказали, как исполняются желания? Да. Да? Да. Только надо в это очень верить. И они обязательно будут исполняться. Я сама в это не верила. Правда? Дорогие подписчики, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте их Виктории. Мы с ней постараемся ответить на все ваши вопросы. Если кому-то интересно будет вот этот вот панно такое сделать, можно устроить мастер-класс. Да, действительно, хорошая идея. Да. Ну все, пишите. до встречи. Да. Пока-пока.
Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!